В прошлом видеоролике я показал вам модель от Ретрокит этого же бронеавтомобиля выпуска 1915 года, который был участником Первой мировой войны. Это более поздняя модификация. Отличие у нее в наличии вот здесь фары над радиатором. Здесь уже стоит другой ящик для, на боковой стенке. Ну вот мы можем посмотреть прошлую модель, то есть видите, да, здесь вот его не было, здесь он появился, здесь тоже был большой ящик, стал маленький, и по вооружению другое вооружение стало немножко. В остальном, в принципе, отличий больших у этих машин нет. Собственно, ну, чуть-чуть здесь ниже фара, здесь выше фара, здесь вот запаска появилась, да, то есть, ну, такие небольшие совершенно отличия. Хотя, насколько я читал про этот броневик, вот в этой модификации уже сменили колесную базу с грузовика White на грузовик Лафли. Я, собственно, кстати говоря, могу вам еще инструкции показать для сравнения, чтобы вы тоже поняли. Вот это 15-й год, вот это 17-й год. Вот видите, в чем разница. Можете на паузу поставить, ну и, соответственно, сравнить. Вот. По идее, видите, есть вот в этом варианте есть два варианта колес. Вот. Ну и то, что я уже до этого перечислил. Вот. Колеса, как бы и тут есть выбор. Ну и мы это, соответственно, видим здесь в коробочке. Все, первую старую я убираю, теперь показываю непосредственно детали. Вот сам корпус. Видите, вот фара сверху. Еще одна дополнительно. Может быть, какие-то еще мелкие есть различия по корпусу. Я, честно говоря, не увидел их так вот визуально. Но, возможно, они есть. Тут сходу и не скажешь. Башня вроде та же самая. Вот. Но, по идее, раз другая колесная база, то, ну, возможно, хотя другую колесную базу просто корпус другой ставили и все. Вот. Что касается деталей. Вот тут получается два пакетика. Видите, колеса уже такие литые цельные. Передние и задние. Ну и, соответственно, тут уже вот это новые литники. Задние колеса двойные. Вот это детали отличные, скажем, ну, помимо корпуса, отличные от тех, которые идут в предыдущем наборе. Вот. Я их в отдельный пакетик сложил. А вот здесь детальки, как из прошлого набора. Точно такие же. То есть тоже двойные колеса. Ну, по сути, конечно, из этого вот какой-то еще что-то такое, тоже маленькая деталька какая-то. Держатель, видимо, фары, может быть. Вот сама фара. Вот. Здесь они просто на литниках, а там они были без литников. Вот. А так они повторяют тот. Но собрать из этого набора раннюю версию у вас не получится, потому что, как я уже говорил, ну, все-таки есть небольшие там отличия по корпусу. А крылья те же самые, то же самое отравление. Вот. Что здесь еще? Ну, здесь состав набора. Вот. Состав набора мы видим, да, что он немножко отличается. Вот такая модель. Она пока не раритетная, то есть ее вполне можно заказать в западных интернет-магазинах. Не знаю, торгует ли кто-то им в России. Скорее всего, только под заказ. Для тех, кто увлекается техникой раннего периода, вполне интересный очень броневик. И, что самое важное, эти броневики действительно достаточно серьезно повоевали, они отметились, то есть это знаковая машина, она не выпускалась достаточно приличным тиражом, то есть не в
не в одном-двух экземплярах. Соответственно, вы можете, то есть если увлекаетесь этой техникой, на полочке он будет вполне знаково стоять. Это все-таки не прототип. Вот такая вот моделька в 72 масштабе от Vestea Ретрокит, разработанная Ретрокитом и льющаяся в Веспе. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видеоролики, лайкайте. Так вот, что у меня, собственно, получилось. Как видим, значит, я переделал ящик. Сейчас покажу детально. Вот этот ящик я его сделал из пластика и, соответственно, перелил в смоле. Добавил крюки, добавил сзади вот такие крепежи проволочные. Здесь тоже петли стоят, вот здесь. Потом всю систему выхлопную тоже переделал из игл и из пластика. Ну вот я уже показывал, что на диске вот такие вот пластиковые сделал ступицы, их не было. Значит, вот эти задние скаты, крылья, точнее, задние крылья и передние переделал вместе с держателями. Задние крылья расширил по фото. Пулемет и пушку тоже заменил. Пулемет — это копия с FT-17 от Flyhawk, а пушка целиком я ее сделал руками. Самоделка. Что еще? Люки полностью переделаны с держателями. Вот эти штуки на башне, не знаю для чего они нужны, тоже вот из двух деталей сделаны. Потом крепление для фары изготовлено. Задние фары на заднем крыле. Вот. С этой стороны, что держатели ящиков и шансового инструмента. Потом на дверях петли дверные. Точнее, не петли, а эти самые ручки. Так, что у нас дальше? Ну, как я говорил, фары, да, новые поставил с фародержателями. И вот сюда спереди поставил тоже петли. Ну, вот такой, в общем-то... ну и переточен весь корпус. То есть я стачивал там дефекты литья многочисленные. Вот. Ну, вот таким же образом сделал другие модели. Вот здесь башня повернута в другую сторону. К сожалению, она не вращается. Можно было бы сделать вращающуюся, но... Честно говоря, я уже и так много времени потратил на этот проект. Ну и на одном из них еще поменял вот здесь вот смоляные петли, ну имитацию петель на петельки значит, из проволоки. Ну вот они будут у меня окрашены в разные цвета. Здесь еще запаска будет сбоку, она тоже готова. С колесами пришлось повозиться. Значит, невозможно было их выпрямить, поэтому пришлось их тоже перелить из смолы и, соответственно, выпрямлять, пока они еще не встали, пока смола не встала. Они были совершенно овальные в наборе, а теперь они более-менее круглые, не идеально, но более-менее. Вот. И передние, и задние, то есть пришлось все колеса менять. Ну вот, наверное, и все, что я хотел показать. Частично они загрунтованы, потому что приходилось много раз проверять, значит, качество работы. После того, как я стачивал вот эти поверхности, все артефакты, кое-где томиевским маркером проходил, чтобы смотреть что да как. Ну, в общем, вот поэтому вот так вот. Ну, сейчас буду грунтовать. Дальше уже покажу, соответственно, что у меня получилось в итоге. Что у меня получилось в итоге после окраски. Да, ну вот эти штучки
Это, соответственно, тонкая полоска, то есть они из двух деталей состоят, потому что были из смолы изначально. И на одной машине еще не установлена передняя фара, то есть я сюда хочу поставить фару вместо такого вот вместо скобы. Были варианты, что была фара. Мы с вами видим, как выглядят уже готовые модели. Единственное, что цветопередача не очень корректная здесь сейчас. То есть вот у нас с вами две модели. Это я из трех пока собрал только две. И оба, в принципе, примерно одинакового внешнего вида. Как-то свет совсем не передает цветопередачу. Они более светлые реально, чем это может показаться. То есть в руках они более светлые. Вот такие вот машинки. Наклеил наклеечки, которые подобрал. Вот. И чтобы было понимание, какого они размера, ну вот покажу. Господи, на сколько же темно-то. Ужасно. Значит, вот броневик Остин, вот такая модель, или, допустим, вот у нас Rolls-Royce. Машинка такая не очень маленькая, скажем так. То есть это все, вот все три в 72 масштабе. Вот если мы рядом поставим, то они будут так вот примерно такого размера. Ну, для наглядности, но все равно, конечно, темнее выглядит это все, чем есть на самом деле. Они живьем более оливковые. Цветопередача, это, то есть здесь уходит цвет в желтизну. Цветопередача — это все время проблема при съемках любых. Вот, будь то фото или видео, то есть приходится потом с цветом работать. Ну и вот, как я говорил, видите, запасное колесо здесь установлено на обоих грузовичках. Дополнительные инструменты. Можно, в принципе, будет повесить еще ручной пулемет. Крепление для ручного пулемета вот здесь сзади и вот здесь спереди. Кстати, спереди, вот если присмотреться, имеется рядом с этим креплением такой лючок. Этот лючок открывался, и туда патронная лента вставлялась. То есть можно было патроны подавать изнутри, а стрелять снаружи. Ну вот здесь, кстати, при вот таком освещении более реалистичный цвет. Попробую вот так вот показать. Дешом.